Тем, кто переживает, что будет в видео, да, будет ли это просто там поездка двух русских по Европе, я вам сразу скажу, будет валево, будет пердеж, будут хейр-трики, будет вот этого всего много. Cause I'm a jungle brother. True blue brother. I like that. JB is the initial, gotta keep it, gotta keep it, gotta keep it, gotta keep it, gotta keep it official. Whipping up the game plan to set it off like a missile. Business is intact, now we come back strapped. So if something go down, we rearrange, we rearrange, we rearrange, we rearrange, we rearrange contracts. Coming right and exact to take your mental out the shack. Dunk your cookie in my milk and let it soak in my rap. On the mic, I talk about the plight to reach new heights. Put up a fight with everything in sight that blocks my light. Label my generation, 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 generation. Я все пил. Все пил или нет? Да. Нам нужно ответить сразу на вопрос, который все задают. Нет, никогда Европа. Европа, вот вы сейчас смотрите, вы дождались. Сколько прошло времени? Мы были там в апреле, да? 2 месяца. 2 месяца я всего делал видео. Бывало и дольше. Учитывая, что оно снималось 2 недели, и на него вообще не стояло, потому что сколько там, 3 или 4 камеры было, и 2 недели съемок, представляете, все это совместить. Ладно, я плакаться не буду, я реально забивал. Вначале надо ответить на самый главный вопрос, который... Тигран звонит. Сейчас у всех встал, у андроида, у ведродрочеров, да? Будут тебя троллить. Вот он, видите, телефон без границ. Они, знаешь, что его называют? Телефон, смартфон без границ, видишь? Почему? Ну, видишь, нет границ, они, ну, экран до конца доходит. Потому что безграничная ебать, каждый день ебать, память, какие-то процессы, что-то надо освобождать. Я еще сниму вам обзорчик. Нет, iPhone-то тоже говно. То есть нормальных сейчас пока гаджетов нет. Но iPhone говно по другим, намного более пугающим причинам. Опять я что-то начал холивар, да? Поржете скоро, я думаю, из того, из другого телефона. Затроллю оба нахуй. На чем мы остановились? На самый главный вопрос, да, мы должны ответить? Да. На какой? Все сейчас думают, мы ждали 2 месяца, и он пи***т про айфоны, да, еще? Скорее бы обзор начался. Ты не знаешь самый главный вопрос? Нет. Самый главный вопрос, как можно было пропилить 4000 и быть дисквалифицированным? На соревнованиях самых громких автомобилей... Чего? Давай, заходи. Нам сегодня не дадут записать, да? Дисквалифицированным за громкую музыку на соревнованиях самых громких автомобилей. Я лично это воспринял как самую крутую награду, которая может быть. Тёма чуть-чуть расстроился, Может, да? за то, чтобы... Не, они дисквалифицировали за то, что их нахуй, наверное, послали 3 раза. Нет, ну их послали, потому что за дело послали. Ну да. На видео, вот, которое вы дальше увидите, слышно, что музыка валит со всей площадки, именно даже в тот момент, когда к нам подходят. А что хотели от пьяных людей? От огромного количества пьяных людей с огромным количеством алкоголя, с огромным количеством громких машин. Тут дураку понятно будет, что эти громкие машины будут громко играть. Но мы не будем сильно Алекса Клета обсирать. Я просто вот даже в видео там дальше сказал, что он мудак. Это мое личное мнение, но это скорее, наверное, менталитет. Я не говорю, что все немцы такие, это конечно. Это личная неприязнь этого человека к русским. Вот Ну, это. может так, а может и по-другому. Просто вот представьте себе, да, такую ситуацию нездоровую, когда к нам в гости приехали. Даже не на Кавказ, да, вот представляешь, вот Чечню бы взять, да. В Россию, неважно, приехали бы люди за 4000 километров, напились бы и слушали бы громко музыку. Кто бы там, да какая дисквалификация, да, им бы просто на следующий день сказали, ребята, ну мы вчера нажрались, ну вот это вы там вчера плясали. Не блевали, не били стекла, не били никого, русских били, ну исключительно за дело и уже после мероприятия, и не сильно. Так просто там успокоили и все. Никаких драк, ничего не было. Все было в рамках приличия, ну только вот что послали, да, наверное? Ну послали, Ну, извините. Так, что, поехали смотреть обзор, с чего он там начинается? Как Ford F350, это такой у нас был мотозаменитель, короче. У нас обычно Витя балласт. Хотя допился раз было дело, что Витя меня потом выручал. А теперь у нас был балласт Ford, но не то чтобы он нам был балласт, у них какая-то неприятности начались с самого начала. Началось все с того, что у них патрубок на интеркулере отломался. Короче, мы отъехали от Ростова. Даже... Сколько мы отъехали от Ростова? Да, метров 100, наверное. Мы еще метров 500 не доотъехали от Ростова, уже вот такая картина. Кто наебнул, скажи?
Чиняй! Наебнул машину, покажи сразу, чиняй. Должен знать, что происходит. Кто не затянул патрубок на интеркулере, а? Транспондеры. Они едут через транспондеры. А Тёма хочет наебать судьбу, посмотрите, он волнуется. Мы сейчас в притирку за ними. Сейчас проедем как одна машина. Да, типа грузовая, но я думаю, мы не наебем судьбу. А ну, сломаем что-то? Я думаю, или ты в него въедешь, или в шлагбаум, или в него, смотри, красный. Бей его, бей, бей! Проехал. Заехал. Он нарушает закон. Как можно таким быть, а? Ну, через наш транспортер. А ну-ка сейчас посмотрим. Есть у него транспортер? Давай. Транспондер есть? А, есть, да, видишь, Есть? встал. Ладно, все, это честный человек. Не то, что ты жулик. В смысле, это ты с Ростова. Бабушка всегда говорила, в Ростове жулики живут одни. Жулики в Ростове живут, не одни. У них есть друзья-жулики. Наверное, про транспондеры нужно объяснить, да, все-таки, как мы проехали. Первый раз мы проехали как одна машина, но судьбу наебать не получилось, потому что на следующем транспондере у нас не получилось проехать как одна машина. А есть такие платные дороги, где контролируется и въезд, и выезд. Если на выезде вашего номера нет, что, собственно, у нас и получилось. Он сказал, ой, наверное, еще не прогрузилось. Подождите минут 15. Я говорю, а какой еще вариант? Он говорит, ну вы же не будете платить 2 раза. У меня вот такой фейспалм. И заплатили мы все-таки. Короче, транспондер нас победил. С Костиком общается. Тёма говорит, я на таможне скажу, что у тебя в закрытой камере в сабвуфере. Анаша спрятана. Костя говорит, я заставил выкручивать. Костя говорит, а я скажу, что ты ее курил. Это тебя заставит писать. Тёма говорит, я лучше в банку посу, чем сам буду выкручивать. А ты курил коноплю? О. Ну, блядь, вы записываете? Нет. Костик, все курили коноплю. Все курили коноплю. Вот спроси, сейчас, Тёма, ты курил коноплю? Нет. Он не курил, и я не курил. Ну, все, кроме нас, курили, поэтому нечего стесняться. Ленинградская, он вырос в Ленинградской. Да, я думаю, в каждом втором дворе, блядь, такое растет. Такие злые елки. Там Бань. Вот смотрите, хаммер валит. 100, 10, 20. Все, больше не надо. Сейчас будем белорусскую таможню проходить и пожрем картошечки потом, я думаю. Нормально есть картошка в Беларуси? Вот так из страны в страну я еще ни разу не переезжал. Там не то, что нас не остановили, мы даже скорость не снизили. Тебе нравится уже этот? Беларусь, очень нравится. Ну и дешево, рубль 50. 4 рубля. Ну это умножай на 30. Картошечка белорусская. Костик, нормальная картошечка? Огонь. Огонь? Я не могу ее есть, она горячая. Как ты ее ешь? Огонь. Знаете, где мы? В гостишечке. В гостишечка. Посмотрите, тут круто вообще. А ну покажи. На даче Сталина. Да нормально, тут какая-то, слышишь, этот, Запах такой. время, ну, как бы и не старина, и вообще не новое. Я не могу вообще идентифицировать. Телеков не было? Какие-то начало 90-х, да? Конец 80-х. Смотри, градусы. Глянь, Тёма, Телевизор. Горизонт. смотри. Горизонт? Да, горизонт. Вот они, косяки больших машин. Стекло протереть, надо альпинизмом заниматься. Тёма, нахуй ты хаммер поджег, а? Вот Форд работает, смотри, не дымка. А ну дай. Так. Читаем газету. Мой Брест, мой город. Ага. Программа телепередач. 18:05. Примите поздравления. Музыкальная программа. По вашим заявкам. Тёма, мы приедем в Зальцбург. Будет музыкальная программа по вашим заявкам? По-любому будет. Чистенько-то как, да, Тёма? Посмотри. Вообще. Брест. Это мы едем по Бресту. Тут чистота просто нереальная. Очень круто, красиво, все ухожено, аккуратненько. Белорусы очень понравились, да, такой позитивный народ, прям вот братья. Ну, сука, вся эта очередь была именно из-за вот белорусов, которые, да, предприниматели везут через таможню, там, ну, торговлей занимаются, а вся эта очередь практически состоит из них.
И такие смешанные чувства были. Люди нам там много помогали, очень хорошо разговорились. Но мы понимали, что все это время, что мы стоим, это потому что слишком большой трафик белорусов в Европу, потому что тупо в Европе работы, говорят, нет. Ой, в Белоруссии, да? Вот нет работы. Не будем сейчас, наверное, политику поднимать. Ну, вот слышали такое. Хотя очень чистенько, очень приветливые, добрые люди. Белоруссия одни положительные эмоции вызвала. Таможня польская обосрала все впечатление. Мы въезжали в Польшу и настроились уже, что там такие будут полицаи или кто там, ну фашисты какие-то будут нас везде досматривать. И сразу же, как только мы въехали, нас остановили для досмотра документов. То есть им мало было, что мы простояли на таможне, нас еще раз досмотрели. Потом вот и поляки, с кем мы общались, и просто везде, где в Польше были, прям одни положительные эмоции. Все очень понравилось. И сама Польша, и люди, ну, таможня на другое настраивает чуть-чуть. Короче, мы встряли на польской границе. И встряли, вот это очень мягко сказано, да, Тём, посмотри. Да. Дайте я тебе покажу. Вот эта вот очередь вся, она куда-то туда уходит, а потом туда куда-то направо, и она вообще не двигается. Мы, короче, в ахуе. Вот девушка сидит в ахуе, носится туда-сюда. Гарик Сукачев ходит, предлагает по 8 тысяч страховку. Или что, проехать, да, он проехать предлагает. Тёма предлагает в лес ломануть, и через лес в Польшу. Короче, полная неразбериха, сидим тупим. Стоять 6 часов. Вот такая вот печальная новость. Сейчас будем делать обзор. Нас тетка сейчас вызывает милицию, потому что мы сделали? Вообще мы ничего не сделали. Но сейчас, походу, нас будут закрывать. Причем из Аудиоклуб Беларусь. Но мы снимаем это не просто так. Мы сейчас сделаем обзор автомобиля, потому что есть автозвук, смотрите. Что ты скажешь про установку, Тём? Зазоров почти нет. Мне кажется, очень круто установлено. Сцена, мне кажется, не очень будет сзади, потому что остались штатные динамики по бокам, а посередине вот эти, они, мне кажется, как-то стереоэффект не будут создавать, да? Зато отличная защита от пыли, посмотри. И судя по пыли, она отлично работает. Опять же боли. Там мы сколько сейчас? Полчаса стояли, да? И сейчас проедем на две машины. Кого больше? Мы шли с Ростова. Ты же знаешь, что ростовчане никого не пропускают никогда. Что за опыт негативный, когда никого? Всегда пропускают Ростов. Вообще не слушайте Тёму. Опа! Это, Тёма, это нас крепить приехали, я тебе говорю. Смотри, ДПС, как у нас. Оп, ты смотри. Не говорим только ничего. Бля, говорит, перекрыл дорогу, пи***ц, лишение. Если бы у бабушки были, она была бы деду. Сами стойте наводите. А может я не первый, а второй. Слышь, ему типа говорит, порядок наводите. Ну знаете, что говорит? Вы сами стойте и наводите. Нихуя себе! Вот этот дерзкий, посмотри, Брест. Прямо на границе. А ну еще чуть-чуть навали. Мы пересекаем границу с Польшей. О, смотри, Что? нельзя. Что? Нельзя что-то. О, смотри, уже поляк видно сразу. Мы на этой польской таможне, лучшей таможне в мире, стоим уже сколько, 6 часов или больше? Походу еще столько же будем стоять. Мы к ней подъехали час назад, ничего не произошло. Подошел мужчина и поставил под сомнение подлинность номерных деталей на кузове, на раме, да? Да. Мы не смогли ему раму показать. Которых не видно нихуя. То есть это логически вообще в принципе никак не обоснуешь, кроме как решили доебаться. Надо вот представить, что люди вот такие машины купили, нахуярили в них музыки, перебили номера и поехали продавать в Польшу. Хуёвое начало. Посмотрим, что будет дальше. Но мне вообще очень не нравится уже эта таможня. Это самая долгая таможня, которую я в жизни проходил. Так долго вообще не бывает и не должно быть. Это жесть. Причем вот местные, они вот по второй линии едут. Им просто открывают дверь, багажник, и они проскакивают. Все нормально. Уже машин 50 проехало вот по второму ряду. А мы не продвинулись вообще еще. На одну или две машины, да, мы продвинулись там что-то. Короче, сейчас нам въебут мозг, я чувствую весь. Сейчас нам подумать надо о еде. У нас вот все, что есть. Это один сникерс остался на двоих.
У нас есть сникерс, пассать и автомат, который злоты принимает, но злота у нас нет. К организаторам надо обратиться, наверняка они смотрят этот обзор. Проведите, пожалуйста, в Москве, а? В Москву вообще всем легко будет приехать, и никому мозг не ебут, и все быстро. И туалет, кстати, бесплатный, везде. Бесплатно посыте, пацаны. Ёбаные капиталисты. Это ты кому обращаешься? Я же это все равно вырежу, давай, скажи все, что ты думаешь. Ёбаные капиталисты, блядь. У нас можно выйти и пописать культурно. А здесь надо отдать 120 рублей за двоих, чтобы поссать культурно. Попсик, Тёма развлекуха, я ем сникерс, а он Общается с рацией. Можешь, чтобы она песню спела? Не могу, да. Ну дай попробуем. Смотри. Бесплатно посыл. Хуёвое начало. Бесплатно посыте, пацаны. Что делать, когда деньги закончатся? В машину ссать? Это все нормально. Да уже ненормально. Походу нас тут до завтра подержат, чтобы помучились подольше. Ну вообще шоу будет. Ты будешь их нахуй тогда посылать? Да. А могут арестовать. Или не Я буду арестуют. нахуй послать, когда я выйду туда уже и крикнул. Ну так окно закроем, мы так спрячемся, такие пидорасты вот так, да, чтобы никто не слышал. Ну что-нибудь надо будет им сказать, я думаю, такое доброе напоследок сказать. А вы к нам приезжайте. Мы начинаем КВН. Слышь? Ты поп? Поедем сейчас, может, домой. Разъебали пацанов в пух и прах. Все откройте, все покажите, что происходит. Смотри, Костик маякует. Походу борода, прикинь. Вот это да. Короче, форт не пустили. У них трещина на лобовом стекле, нельзя. Машины стоят, их на свалку некоторые надо везти уже. Это не то, что трещина, там кузов сгнил. Я тебе говорю, они толкают машины. Отвечаю, смотри. Это ж другой, да? Да. Они толкают реально машины, потому бензин экономят или что, я такого не видел. Да, печать поставили, нас, короче, пропустили. Как сигналь говорит, включи аварийку, задний ход. Все, короче, нажми, посмотрел всю электрику. Зато чемоданы не смотрел. Вот да. Хотите героин провести, почините лампочки и везите. Красиво в Польше. Чистенько, аккуратненько. Смотрите, домик. Варшава 192. Поехали в Варшаву, короче. Мы не знаем, куда нам ехать. У нас нет интернета, у нас нет навигатора. У меня есть какая-то вот закашированная карта. И мы сейчас вот через... Польша маленькая такая, 192 до Варшавы. Ну так она вся 300, походу. Ого. Остановили. Вот это да. Тёма, ty ссышь? Nie pół. Ja сейчас zastrafuję, że ty gazon pomiał. Wejdzie pan do samochodu, obniży szybę, ale widzę jest to, usiądzie pan sobie, zamknie drzwi. Siądzie pan do samochodu, wejdzie. Tak, wejdzie pan. Таможня показалась этой стране для нас мало, и нас сразу же остановили полицейские, сразу, да? Только въехали в Польшу, остановили и проверяли документы еще 10 минут. С Фордом беда, с нами все в порядке пока. Потому что у нас есть лампочки, у нас горят габариты, у нас горит свет, у нас горит стоп-сигнал, задний ход. Бибикает машина, короче, есть все, что нужно. Им похуй, что она 4 тонны весит. Им насрать, что сзади там все переделано. Что если там, не дай бог, что, ну тут пи***ц, конечно, был. Но вот есть трещина на лобовом стекле на Форде, а вот с трещиной ездить нельзя. Если вы едете с трещиной, вообще все что угодно может произойти. Польша очень круто, мне нравится. Тебе нравится, Тём? Да. Очень чистенько, приятненько. Все так прикольно разговаривают. Вот так вот. Курва. Курва, это мы давно знаем. На нас люди смотрят как на индейцев. Короче, первое, когда мы заехали в Польшу, это, конечно, Макдональдс. Ты можешь объяснить, что мы сейчас едим? Вот мама с мака на мака, вот вообще все другое какое-то, непонятно, что мы едим. Третий день мы едем. Участников нашей экспедиции становилось все меньше, пока мы не остались с Тёмой вдвоем. В этом куске американского автомобилестроения Тёме нравится, но мне вот чисто вот мне такое ощущение, что туда надо приделать этот жатку. И так... Не, ну правда трактор. Не, ну ехать удобно, кстати. Короче, это такой мини-обзор Хаммера. Сиденье удобное. И в принципе, как бы удобно. Все, обзор Хаммера закончен. Польская кошка. Давайте лайки за польскую кошку.
Обзор номера. Мы в номер заселились. Кстати, недорогой, да? С парковкой 2600 выше. Но есть небольшие проблемы. Раковина прям в номере. Душ прозрачный, такой для эксгибиционистов. Вот так вот он выглядит. То есть вот кровать, вот сразу душ. А туалет вот хорошо, они хоть как-то его закрыли. Но все равно. Ну посрать не получится, так чтобы никто не слышал. Что происходит, я вообще не знаю. У нас вот завтрак без какого-то без сложных углеводов. Ни картошки, ни риса, вообще ничего такого нет. Но зато есть лянча. Лянча. Видели такую машину? Очень редкая, походу. Я думал, лянча вообще закрылся. Завод. Мы сейчас заглохнем на... Потому что Тёма... Да? Можно я тебя обвиню? Ну ты проверял жидкости с утра, масло? Когда мы только выехали из гостиницы, я тебе сказал, бензин осталось. Ну ты проверял жидкости с утра? Я проверил. Все да. проверил? Тормозную проверил? А бензин проверил? Мы вот так едем, там бензин лоу пишет. Ну то есть нету уже до заправки нисколько. Как тут сливать с кого? Тут никто не остановится вообще. Да просто через поле езжай, мы сейчас заглохнем. Это экстрим сейчас был. Того рот эти цены на бензин. 8, сука, 700 мы заправились. 8, 700 за 100 литров, да? Да, литр стоит 80 рублей. А почему 100, бак же 120? Я залил 105 литров. А, ты 105. 110. Так 110, да? 110 я залил. А, ну тогда дешевле, да, тогда дешево. Всего 8700. По 80 рублей получается литр. Отсюда выпить. Подъезжай, сейчас зарядим литий. 1 ампер. 1 ампер? Какой 1 ампер? Ну, не может же 1 ампер. Смотри, будка трансформаторная. В натуре 1 Литий В. можно зарядить. Тут 1Б, а это 1А. Это разъемы, Тёма, понял? Дикари. И смотри, будка трансформаторная стоит. Слышь, можно... Давай, правда, сейчас попробуем коннектор переделаешь. Чё, кто там еще жаловаться будет, что у нас бензин дорогой в России, а? Хорошие новости, пацаны прошли границу, правда, литовскую. Вообще мозг горят, не просто посмотрели, проезжайте. Вот вообще через Польшу, походу, ездить не вариант в Европу. Через Литву дольше получается, учитывая, что там таможня 8 часов отняла, а у пацанов, не знаю, там около 2, то, походу, через Литву ездить лучше. А Польша очень понравилась, очень чистенько, да, приятно, да. Культурно, прям вообще супер. Но таможня настолько портит впечатление о стране. Отличные дороги, только вот дождь все портит, конечно. Зато дождь чистый. Дождь чистый, машину моет прям. Машина чистая у нас, реально. А была грязная. Дождь помыл машину тупо у нас. И дороги чистые, все так продумано. И плохих дорог мы еще ни разу не нашли. Не то, что плохих дорог, плохого какого-нибудь участка, кочки там, или где-то дорогу выгрызенную. Она везде хорошая. Вот всегда была хорошая дорога, пока мы ехали. Мы пересекаем границу, вот она через 50 метров. Сейчас вы увидите, какие злые границы в Европе. Вот смотрите, вот мы едем по Польше. Продолжайте движение 14 километров. А теперь мы в Чехии. Прикинь, жесть, бля. Вот что значит, да? Евросоюз. Чехия. Как будто бы вот на машине времени вернулись в прошлое. Медаль за отвагу игра. Медаль за отвагу игра, да. И Call of Duty тоже. Очень чисто. И очень, ну, настолько все сохранилось. Тут знаки даже там некоторые старые. Полицейский участок, смотри. Видишь? А вот видишь, он расписан весь график. Полицию, походу, не очень любит местное население. Смотри, лучшие полицейские года. А, написано зарплата. Видишь, какая? Вступи типа в полицию, глянь, зарплата будет 28 тысяч крон. Это мы сейчас поели и заправились на 1200. Можно будет нормально разгуляться. Ты нервничаешь, да? Сейчас международный конфликт будет. Обсигналил каких-то модных. Что тут написано? Кто-нибудь знает, что тут написано? Здесь можно останавливаться? Ну занято, типа забронировано или что такое, резерва. Может нельзя. Пользы проводил, возидила. Написано провозидила что-то. Что делать? Давай чуть. Ну вот смотри, стоит же тачка. Ну все. Короче, мы в Праге. Всем привет. У нас уже, наверное, есть интернет. Вот он Хаммер. Вот она куча туристов. Мы наваливать не будем. Ну не потому, что мы культурные,
Потому что у нас в порту очень много вещей, да? Да. Тёма, мы в этот магазин пойдем? Да, посмотри цены, пожалуйста. Пока посмотри, приценись. А мы пойдем сейчас пить чешское пиво. Ну я пойду, а Тёма за рулем. В самолете, конечно, хорошо тем, кто полетел, но Есть свои преимущества в поездке на автомобиле. Подъебал. Ну хочешь, ты попьешь пиво потом в Белоруссии. Подходишь к своей машине, у тебя такая ебань на колесе. Почему так? Надо комментировать что-нибудь, нет? Тёма, я тебе уже говорил, да, хули ты проебался в школе? Надо было чешский учить. Да. Что тут написано? Тут написано: Остановите. становитесь водителем с альтернативным повхонем. Понял? Да. А ты что там делал? Тут вот крест нарисован для дебилов. Кто понимает, не Место ну, это парковочное место. там написано, видишь, инвалиды, а тут Х. Это либо нельзя, либо для... Значит нельзя. Что делать? Да хуй, пойдем ментов искать. Тома говорит, ее можно... Отогнуть вдвоем можно. Мы можем навалить, и мусора приедут быстрее. Мы вызвали какой-то телефон там над циклоном, приклеили, набрали. О, смотри, смотри. Здравствуйте. Мы же не знали, что здесь ставить нельзя. Вот у нас везде можно. У нас везде можно. Короче, у нас взяли 40 евро, причем налом, причем в руки. Мне кажется, мы дали взятку, как ты думаешь, нет? Я думаю, нет. Тут честно. Он что-то пишет, короче. Он нам сейчас выпишет 40 евро. Короче, мы припарковались за где-то 2500. Зато у нас распломбировали, тоже хорошо. Смотри, рамсы. Что? О! 2, сука, 500. У нас бы ввели такие штрафы, никто бы у нас неправильно не парковался. А у нас долбоебы ходят, клеят наклейки: паркуюсь как олень. Водитель продолжает движение. На капоте два активиста. Активисты. Это страшные люди. Как два нищеброда в витрину зырим, потому что суббота, затворение тут творится, какое-то затворение. Вот поэтому только такой вариант. Посмотрите, вон там мотор. Чисто все мустанги. Мотор или... Вообще жесть. Да, это называется, смотрите как. Это называется Клоадо Мустанг. Я не знаю, что это, но люди явно любят мустанги. Так это все мустанги. Вот только вот этот Фалкон, я не знаю, что это. Может, это тоже мустанг, типа. А и вот это я не знаю, что. Там колеса ширина. Да. Не люблю американские машины. Тёма, я тебя поздравляю, мы приехали в Зальцбург. Вот этот номер получше, да, Тём? Да. Чем Ибис Баджет в Польше. Короче, нормальный номер, но есть какая-то, которая меня сильно смущает. Что это означает? Что за гейство? Артём плюс Александр Лымарь плюс Винник. Что это за розочки, промашки тут? Так тут кваровати были вместе. Там сердечко, смотри. Где? Сердечко в натуре. Что за нахуй? Какой-то номер, да, такой подозрительный. Ну, хороший. Сели в С-класс. Японский. Японско-американский. А ну нажми, как тут нажимается. Будем сейчас мультики смотреть. я не знаю, как там все работает. Ну, сам долго. А сзади оно непонятно. Тут у меня двигаешь. У тебя там что поднимается? Ну, под ноги это, под ложкой. У меня ее нет. Ну, тут королевское место, потому что справа только. А слева это для бизнес-партнера, там похуй. Не, у меня есть. Прикинь, по-моему, можно мою бэху продать и такую тачку купить легко. Прикинь, можно тренажку продать и купить две такие тачки. Затонировался? Затонировался. Слушай, а японцы, конечно, жгут, да? Это, кто еще не понял, первая машина на Black Hydra. Black Hydra — это подбренд компании Alphard, который направлен на качество звучания, качественные компоненты для sound quality. И были установлены сюда. А что здесь, трехполоска, да, Ген? Да. И сабвуфер в стелсе. Ну, позже будет, наверное, более подробный обзор. Первая скьюшная машина Alphard, чтобы вот понимали. Наверное, сейчас начнет подбамбливать у тех людей, кто говорил, что Alphard это для пацанвы, там, чтобы качало. И даже, по-моему, будет домашка. Не замахнулся вообще на великое. Я сейчас не могу, к сожалению, снять. Я могу только описать, как я кайфую. Сейчас еще включу вот это. И вот это. Нет. И вот эта программа. Все на всю, короче, я включил. Он у меня вибрирует сиденье, мне делают сейчас шаицу массаж. Слышу, вот эта тема. Сейчас Агене найду пару каких-нибудь тут электромоторов. Тема, Морель, походу автозвук. Пойдем Морель? посмотрим. Морель, видишь? А, Моры. Моры написано.
Ну закрыто, как и все воскресенье. Ёбаная срань. Что это? А почему он в красных трусах? Пошли отсюда. А то подумают, что нас заинтересовало. Посмотри. Нравится Европа? Нет. Тёма, тебе нравится Европа? Бурные ощущения, блядь. Where are you from, guys? Vienna. Vienna? Oh, he's from Russia. Ростов. Короче, свины, типы, короче, говорят, любят Ростов, Манчестер, не любят. Смотрели все игры, обе игры. Знают Ростов. Россию не знают, Ростов знают. Как оказалось, все не любят Манчестер. Да, англичане тоже говорили, никто не любит Манчестер. Мы реально на футбольный движ попали. Костик, скажи, я люблю Польшу. Я люблю польскую границу. Я люблю польскую таможню. Я же говорил, мы встретимся еще. Что, заведемся потом, Тём? Так, ага. Как друг я включил. Как друг нормально? Давай попробуем еще актив шаум. И есть еще ваш шплиги. Вальшплиги, давай включим. Аборигены чистые, да, аборигены. Не, ну у нас, знаете, обычно, когда там в незнакомую ситуацию попадаешь, чтобы не упасть в грязь лицом, все уточнить, переспросишь. Мы просто так тыкали все подряд. Я даже как ответственный человек, что такое? Ой, Леша, нам сегодня не дадут поснимать. Это не то, что я тебя не рад видеть. Но... Нет, я потом через пару минут скачал какой-то Google переводчик там на немецком. Получилось очень круто. Мы помыли грязную машину воском. А потом уже начали все подряд нажимать. Там то пена, то не пена. Ну, короче, нормально. Помыли в итоге машину часа за 1,5, да? Да, и за 1002 рублей. А ну вот это попробуй. Это воск был, Тёма. Судя по запаху, да? Вот такая картошечка. Гамбургеры вот такие есть. А ты что взял, Биг Мак? Да. Ты оригинален. Помыли машину, поехали на соревнования. Ну, не на соревнования, заезжать, загонять машины там за день. И началась самая увлекательная часть нашей поездки. Нас ребята из Альфард попросили помочь, да, собрать стенд. Когда мы увидели стенд приехал в фуре, полностью загруженный этим стендом. Когда выгрузили все эти коробки, мы поняли, что мы не будем помогать, мы будем ебать до ночи. Мы ебали до ночи, первый день, да? Во второй день мы ебали опять до ночи. Короче, этот стенд собирали, пока у меня была всего лишь одна мысль. Его же, сука, еще и разбирать потом надо будет. Поехали на чемпионат Европы, говорили они, да? Будет весело, говорили они. Вот смотрите, вот, помогите, говорит, пацаны, собрать стенд. Помогите собрать стенд. Вот это стенд. Вот это мы сейчас одну коробку распаковали. Это потом все собирать надо будет обратно, да, Дэн? Тёма, тебе нравится Европа? Ты так и представлял, да, себе поездку? Yeah, I like that. Yeah. We don't stop. Немцы зажали лестницу, да? Но тут не хватает, надо еще одну стремянку. Поэтому сейчас будем делать как обезьяны. Вот эти ящики ставить один на другой, вставать на ящики. Главная задача пацанов не пи***нуться, если выключена камера. Шайза! Слышь, надо немцев найти, вот, чтобы они базарили, знаешь, так ходить. И стрейф вот так боком, знаешь. И музыку из Вольфенштейна сделаю, бля. Человек-паук. Это sound quality, а это супер sound quality.
Мучились мы, ребята, не зря. Стенд получился, во-первых, уникальный. У всех были какие-то такие просто 4 стены, да, квадратика, у каждого свой угол. Был ли у ГЗшников очень оригинальный стенд в виде барной стойки, прикольный, да? И, в принципе, все. У Альфарда была целая конструкция, спроектированная специально для этого мероприятия, привезенная на фуре. Специально обученные люди ее собирали. Реально без Дениса Вихляева никто бы не понял, куда к чему крепить. Денис и Костик там разбирались, а все остальные тупо болтики перекручивали. За стенд реально гордость взяла. Там были представлены компоненты, которые, ну, вот в Ростове человек, владелец компании живет. Меня гордость брала. Как люди смотрели на попки. Ну не на сабвуферы же они смотрели. Да нет, я шучу. Конечно, очень большой интерес вызвал у иностранцев Black Hydra, это новое направление Альфар, самостоятельный уже бренд, как и Аватар, направленный на качество звучания. Там были представлены SQ-шные сабвуферы, дорогие на неодиме, да, вот этот вот с плоским диффузором, тоже произведение искусства. Были представлены новые усилители Апокалипсис, или просто Апокалипс, как правильно? Судный день, короче. Конец света. Потому что в очень малом корпусе очень крутые усилки. Усилители уже не корейские, не китайские, а с родины самых мощных усилителей в мире. Это с Бразилии. Кто-то сейчас подумал с Орла. Самый мощный усилитель в мире все равно пока в Орле, да? Ну, после Андрюхи делают бразильцы красиво. Было представлены также там привычные нам вещи, мачете, и также Ира Митичкина была представлена, очень успешно они представили девочек. Конечно, вот что Альфарда всегда девочки правильно одетые, правильные девочки знают, что говорить и знают, как посмотреть. Делаешь умное лицо или серьезное лицо? Или бесстрашное лицо? Я просто запутался в твоих эмоциях. Я тупое лицо. Тупое? У тебя не получается. Я ничего не понимаю. Так, ты и все вы. Дайте попить. Так, блядь, снимаем интерьер камеры. Так, ну-ка, что у нас здесь? Сигары есть. Бедные русские приехали, вот. Сигарки взяли с собой. Да не, ну бардака нет, но вот пришлось, сука, стираться и сушиться прямо вот тут. Ни одной, сука, плоскости. Ни одной нету, сука, плоскости. Да, Тёма, повесить шмотки. Это у меня уже подсохло все. У меня тут везде висело. Вот здесь висело. Блядь, это сердечко позорное. Финальные приготовления Тёма делает. Тёма, какой мы день уже в командировке? 10-й? Это, короче, 10-й день мы уже здесь, Тёма. Он паяет. Ты что делаешь? Они охуеют. У них культурный шок будет. Тёма, они такого не видели никогда. Дотронуться нельзя? Нельзя. Стенд уже почти собран. Стенд уже собирается. Сколько дней? Третий день. Уже машинки загнали интересные. Ну как интересные. Говнище, да, машины стоят? Тут самое нормальное это только Lexus, но Lexus тоже так себе автомобиль, да, Ген? Подождать давай. Может, нормальные будут. У нас перестрелочки перед замером финальные. Вот уже намерили 162,7. 162,7 также. 13,8. Подержи. Только почему-то частота другая же сейчас была. Мы не обнулили. Смотри, там Бино Саба клеит. Идем посмотрим. You will be in the loud sound review. What are you doing? Repairing subwoofer. Huge magnet. 310. The bonds? Yes. 10 inches. Bino from Словения. Про настройку, наверное, отдельно надо сказать. Настройка это вообще жесть. Во-первых, начиная с Тёмы, который мне так пожалел вывести процессор, и я настраивал магнитофон 99, он вообще в настройке не самый удобный. Хоть он и очень богатый в настройке, но там огромное количество полос эквалайзера, и ты каждую регулируешь, ты не слышишь, что растет. Тебе надо вот так вот нажимать на эту крутилку, пока ты услышишь, что происходит с частотой, убрать ее вверх, убрать ее вниз. То есть на Audison'е на процессоре я хватаю ползунок и тащу вверх-вниз, слышу в реальном времени, что меняется. Это супер удобно. Вот. И второй фактор это то, что настраивать надо-то наружу. Иду наружу, слушаю, запоминаю, что мне не нравится, иду в машину, что-то меняю, проходя мимо, меня глушит. Короче, настройка заняла очень много часов, очень много, я не буду считать. Много часов в многих днях. Спасибо большое всем, кто мне помог его настраивать, я вас всех люто ненавижу. Настройка с
помощью других людей, конечно, это жесть. То есть ты слушаешь, ты уже ничего не слышишь, уже ничего не хочешь. Зовешь человека какого-то, он тебе говорит, баса много. Такой, да, походу много. Идешь, убираешь бас, подходит другой человек и говорит, слушай, ну у тебя вокал там в районе 3 кГц заваливается, добавь там чуть-чуть. Я говорю, мне кажется, середины много. Не, добавь, мне кажется, лучше будет. Добавляешь, думаешь, вроде лучше стало, а вроде нет, пойду перенастрою. Одна большая ошибка, две. Первое, это то, что Тёма не сделал мне процессор. Я даже с процессором бы, с этой двухполоски бы лучше вытащил, чем финны, кстати, вот со своей модной ГЗ, вот клянусь. Хотя лучше 3 полосы. Конечно, 3 полосы я бы вывел вообще в нереальное звучание с 99-го Пионера. И АБ-классы добавляешь туда, и вообще было бы супер, да? И второе, это то, что никого не надо спрашивать, когда вы настраиваете музыку. Судья он, или президент ассоциации ЭМА Украина. В общем, настраивал я машину суммарно сколько часов. И самое обидное, что это было просто все зря. Вот видите, не прям так сильно, знаете, что меня обида закусила. Ну, блин, сколько времени я потратил. Знал бы, что дисквалифицируют, вообще бы ничего не настраивал, Тёма. Вообще бы там, знаешь, бас-требл подкрутил и баланс. Короче, настраиваем камер перед замером. Последние приготовления снаружи, потом внутри придется перенастраивать. Ничего необычного, просто ТТ РС новая. Тёма, ну это провал, да? Спойлер не выезжает, прикинь, прикручен просто. 718 Boxster и Carrera 4 GTS. А ты где-то GT 2 видел, да, там или что-то такое? Тёма, это наглость, они просто забыли закрыть. Ну его нахуй, сейчас немцы прибегут с инфарктом. Алькантара. Что тут происходит? Смотри, Хаммер настраивается, Гена ездит, Тёма ничего не делает. Рома, что ты делаешь, Рома? Ты можешь объяснить? Днище моет. Это все просто ради красоты, да? Никакие баллы, ничего. Просто, чтобы она красивее выглядела. А Боря советом помогает. А Боря помогает, да. Советом. Сало не привезли? Костик, может кусочек сала тебе дать, там легче пойдет. Знаешь почему? Потому что надо мазать медной смазкой. Салом надо мазать. Солидолом на граняк. Я в камере нахожусь. Отдыхает. Че, Тёма, берешь вот этот? Да. Это хороший. Ну, неплохой. BMW лучше, да? Нет? А Mercedes лучше, да? Нет. Нет? А Audi лучше? Нет. Что, Lexus лучше всех, что ли? RC. RC. Ну а почему так вот как-то дешево? Вот это вот пластик вот посередине странно как-то сделан. Не лакшери. Нихуя не лакшери, да? Да это спорткар, нахуй должен. Идем нормальные тачки смотреть. Нормальные тачки вон в том зале. А что-то тут закрыто, Тём. Как ты думаешь, нас сюда пустят? А ну-ка вот после Lexus сразу контраст такой. Оп. Ну смотри, вот почему такого нет в Lexus. Глянь. Цена. Переливается как, а? Смотри, дерево. Ты видел, когда они такие широкие планки на дверях? Да, керамический. Да, видишь, структура, да, какая-то? Это, короче, 4-дверная версия, 2-дверная версия 4-дверного седана. Это индивидуал. Это так просто вы не купите такой салон. Это будет стоить примерно еще плюс где-то 800 тысяч минимум. Ну, то, что я собирал на шестерку. Вот, ну, тут, наверное, еще дороже. Очень круто и очень богато. И прям супер выглядит это все. Ни хера не Lexus, Тёма, вот загляни, да, сразу? Да ты сравниваешь. М2. Вот она ракета, самая натуральная. Но на эту смотреть неинтересно. На этой кататься надо. Это что? Это кабрик. М4, по-моему, да? Смотри, шильдик черный. По выставке я там вообще ничего не показал. И, к сожалению, мало что поснимал даже на нормальную камеру. Но есть, опять же, стрим. Посмотрите стрим, там очень интересные машины. Но дерьмовое качество записи, к сожалению. Не хватило времени показать вам все машины. Когда я это запланировал, я потерял свой iPhone.
Мне его, к моему величайшему удивлению, моментально вернули. Он лежал на информационной стойке, был записан в журнал. Они ждали сообщения на этот телефон, куда перезвонить. Я его скинул, и мне перезвонили, сказали, на какой он стойке, и вернули. Прикинь, у нас на Росвертоле бы, да, я iPhone 7 Plus потерял. Я бы, пока его искал, он бы уже по запчастям разбирался в каком-нибудь ближайшем iPhone-ларьке. Пристрелки перед замером. «156? Да. Чё ты? Ну давай еще раз так. Ну где-то вот тут будет. Собственно, пристрелялись и уже с результатом, который знали, должны показать, там порядка 157 децибел. Больше на этот гусь надавить не получается. Ну, перевешенный на стекло датчик было бы порядка 160. С двумя открытыми 160. 160. Вот я херачу на 59,9. You make only measuring for your scale now. With open doors, you know this? Yeah. Okay, perfect. We only the measuring. Okay, I will install. Later. Да, сейчас только замер, стал позже. Вот они замеряют машину, даже которая еще не факт, что прошла в замер. Веселуха, да? But only one helper. Yes. Громкость выставили, оно на паузе, без сколько, да? Ready? Конечно, болит. Go! Thank you very much. Что, полдела сделали, Макс-рез показали. Да, не на стекле. Нормально, да, Тёма? Тебе нравится Европа? Нас, короче, на замер пустили, но инсталл еще не отсудили. То есть не факт, что мы вообще в этот класс проходим. Но замерите, заезжайте, да? Не, ну это жесть тут, конечно, с правилами. You find biggest man here. Jim, hold on, mate. Good choice. Good choice of helper. Hold on! Может в машинке показать. Он же про автозвук. Обзор. Вот это играет нереально громко. Флексит камеру на вот таком расстоянии. Про вот эту машинку, наверное, надо пару слов отдельно сказать. Была громче машина, эта стена бразильская, да, сан-диджиталовская. Она громче была, да? Там было 50 динамиков. Sound Digital Amplificadores. Ну вот такого кайфа, как от вот этой ГЗшного, это что, Ивика была, да? Я не испытывал не то, что давно, никогда. То есть в машине кто-то любит низа, кто-то верха, но это другое. Это басуха, когда тебя убивают, одни ощущения. Кайфуешь, но привыкший. А тут на 90, чуть ниже, 80-90 Гц, на такой громкости, я не знаю, там датчик, если повесить, ну, может 155, да, 153.
Но ощущение незабываемое, когда ты стоишь прямо перед динамиками, прямо перед портами, убивает так, и каждый раз, когда он включал машину, я, вот как вот в Хаммер люди очередь стоят, я стоял, ждал, когда он включит эту Ивику, пойти послушать прям в упор к стене. Ощущения такие, ну, новые для меня были. Однако ему тоже мы новые ощущения доставили. Он охренел от Хаммера. Очень много европейцев сказали, когда мы потом валили долго Хаммер, они потом подошли и честно признались, мы на самом деле стоим и ждем, когда завоняют сабы. Я говорю, ребята, сейчас летит там порядка 20 киловатт максимум, да, может меньше. Система рассчитана на 40, а на 40 мы замеряли гаражный рез, у нас 163 плюс минуту. Минуту она держит. И держит, наверное, еще и дольше. Но европейцы очень сильно удивились. На самом деле, с такой стабильности и громкости они... Да, блядь, вот я на фоне вот этой еды херово, да, что вещаю, недоеденной. Это ребята из Финляндии. Рекорд? Рекорд. 65. Highest SPL. Yes? From Emma. From Emma. Yeah. It's very good. Very loud car. Тут обычные такие эмовские машины, я вам покажу самые крутые. Ну, Stand Sound Digital я показывал тоже в стриме. Тут они в компактный размер теперь размещают очень большие усилки. Вот 20-тысячник, есть 35 тысяч, 35 киловаттник. Причем у него заявка даже 45 киловатт в одном. И он небольшой, очень маленький, компактный. Вот эту стену тоже включали, тоже приложу видео. Там у кого-то забомбило, что слишком сильно флексит. Но я положил вот сюда на стол, чтобы показать. Просто эти усилки женщина держала, чтобы они не падали. Я думаю, почему? Поставлю камеру на стол. Поставил сюда. А это машина Тибора. Он венгер, он живет в Австрии. Это самая, на мой взгляд, здесь крутая тачка. Ну, после Хаммера, конечно. Но это немножко другое. Это закос именно под демо, под SQL. Здесь сделано все очень круто и все именно направлено на SQL. У нас бы такая машина, конечно, или не прошла бы. Если бы прошла, конечно, результаты, возможно, в экстриме были бы слишком низкие. Но тут все сделано по демо. И у него очень качественно звучащая система. Тоже в стриме была, он ее уже сложил, собирается домой. Очень классно сделанная тачка, очень чистый инсталл, красивый. Сабвуфер у него самодельный, динамики у него самодельные, он сам изготавливает динамики. Что тут делает Бонс? Очень красивая М-ка. Ну, она не М-ка, это 33D, какая-то тройка, короче. Она очень крутая, она заточена под рейсинг. Очень много баллов по тюнингу. Ну, вот это вот, я не знаю, перебор, мне кажется. Все, стоит все и стоит везде. Вообще полная машина динамиков. Везде динамики. Везде даже вот в этой штуке. В принципе, таких машин прям супер интересных больше нет. К сожалению, информации по ЭМИ в Европе нет вообще никакой. Мы узнавали у всех судей, у президентов, лазили, искали фотки. Ну, надо понимать, кто с тобой в классе. Мы только что увидели какие-то нереальные результаты для типа крепления датчика. Датчик в ЭМИ крепится не как у нас в России на лобовом стекле, во всех форматах, да, где-то в РБР посередине, где-то справа. В ЭМИ он крепился на подголовнике, а когда мы приехали, мы узнали, что его перевешивают на стойку на сиденье. На сиденье ставится стойка, и датчик в подвешенном состоянии замеряет давление, ну, так сказать, не прикрепленный к жесткой поверхности. Еще мы узнали, что можно бронировать дверь, то есть за дверью у людей стояла еще дверь. Ну да. Сейчас... Пол передней части салона в нашей русской Эмме в правилах этого вообще не написано, и я не знаю, кто занимался переводом. Да, сейчас я чуть более подробно про это расскажу. Когда мы увидели чемпионскую машину прошлогоднюю, причем нам один из судей европейских сказал, что они читили в прошлом году очень серьезно, но в этом году мы поменяли правила, и у них ничего не получится. Как оказалось, этот человек мало что понимает в правилах, они поменяли какую-то простую херню, но в правилах есть небольшая погрешность.
Они их неправильно трактуют на самом деле. Потом Боря Тищенко, спасибо ему большое за толкование правил. Вот человек, правда, такой, он как нам крови попил в Ростове на этапе, так же и помог в Европе, не только нам, очень многим людям, очень хорошо знает правила. К сожалению, чуть позже он увидел какой-то странный подпункт. Ну, в любом случае, европейцы затрактовали бы его по-другому. А в самом начале правил сказано, что должны быть 2 передних сидения в любой машине, в любом классе. Но в нашем классе, где мы выступали, есть один маленький пункт, именно в экстриме, ESQL Extreme. Там есть такой пункт, написано No Restrictions. Короче, нет ограничений, нет запретов, делай что хочешь. Ребята финны, надо отдать им должное. Вначале были немножко негативные к ним эмоции, да, читеры, митеры. Но ребята красавцы, они просто нормально знают правила. У ребят стоит 2 лобовых стекла. Первая на уровне парбриза, вся правая часть салона отделена очень жестко. Ну, сделана фактически камера последняя именно в датчике. Датчик стоит прямо вот в порту, да, по сути. Весь... Да, водительское сиденье, железный ковш. У них не дублируют. Der mistet normal 3 Millionen dB-Noten. Also das gibt's ja nicht. Das ist ja Pure music car, yes? Pure news, school. Shit, terrible. Not good. It's all about EMA rules. EMA rules need to be split classes. Yes. Я бы тоже сказал, что подчеркнули у них много, но только в рамках ESQL, и то нам это не пригодится. Если мы подготовим машину на таком уровне, мы не сможем пройти таможню, да, в любом случае. То есть это уже такой броневик, причем переделки очень жесткие в передней части салона делаются, все наглухо закрыто, забито, сидения нет. Еще нужна будет дополнительная машина, чтобы все эти части салона бронированные вести с собой и все это собирать там, как это сделали финны. Вот. У них была еще одна машина, где было 6 запасных сабвуферов, 6 запасных усилителей, даже аккумуляторы запасные, оптимы были у них. Сабы у них сразу, они разваленные поменяли, то есть видно дома на пристрелке развалили, не хватало времени, приехали, кинули саб, один там у них сломанный, да, по-моему, был, кинули саб, подготовка идеальная, вот это реально чемпионы Европы, уже двукратные, ну, только про то, что я знаю, в прошлом году они тоже взяли чемпиона, в этом году они взяли, и они ехали за чемпионским титулом, без каких-то там вариантов. У них было самое большое давление, они об этом знали. И больше, в принципе, невозможно сделать без вот таких переделок. Сабы вылетали, то есть дым пошел, да, на замере. Все работало на всю катушку. Шикарное выступление, шикарно подобрана музыка, без вариантов. Yellow играет всегда. Шикарно построенный тыл. Я сразу оспорил. Я говорю, это не может играть. Там стояли 25 или 30 сантиметровые миды, да, с фазоинверторами, 2 штуки в каждой двери. И широкополосник, все, да, ну, с твиттером внутри. Ну, то есть я на это посмотрел, я говорю, это играть не будет. Ну, как это выведено было, играла машина шикарно, просто на улицу. Я вот честно скажу, Хаммер играл хуже, баллов получил бы меньше. У них было все абсолютно, чтобы взять баллы от постановки номера, от тематики, от сложности, то есть там оценивается сложность номера, оригинальность и так далее. Было очень оригинально, они обыграли это как поломку на трассе, какие-то люди приезжают, меняют колесо, все это под Yellow с девочками. Правила были настолько изучены идеально. Мы сразу, когда попали на площадку с Тёмой, да, я говорю, тут пол площадки дисквалифицируют. Какие же они дурные, эти европейцы, они не знают, что такое эмо. Оказалось, дурные мы. Правила можно трактовать по-разному, и многие им пункты... Наши правила отличаются. Трактовка отличается. На самом деле правила это что вот в эме? Вы приехали, спорных моментов очень много. И вы приезжаете, вам непонятно. И судье, который вас судит, непонятно. Он только прошел тренинг, он вас судит, он тоже не все знает, не все моменты учитывает. Так вот, правила в России, собственно, в Европе, это главный судья. Вы идете вместе к главному судье, задаете ему вопрос, и как он понимает правила, так и будет. Защита на задней динамике не нужна. Дублирование массы на кузов не нужно. Виброизоляция на крыше в некоторых классах больше скольки-то миллиметров считается переделками передней части салона, и в класс машина не допускается. Там были машины допущены, залитые полностью полиэфиркой, покрашенные раптором, с потолком, типа как у нас в Хаммере. Были машины в классах, в которых по правилам нельзя этого делать. И
тоже очень много рамсов было. А один итальянец даже чуть не избил судей. И я сразу понял, что с этим итальянцем будет беда. Да, расскажи, что произошло. Тебя там хоть и не было, но там все знают эту историю, да? Он выехал на замер, замерился, фронт у него также был выключен, и судья попросил сделать замер с включенным фронтом. Он выехал на перезамер, замерился и показал результат на 0,2 сотки меньше. Там не хватило ему. Да, он пройти. не прошел следующий раунд. Расстроился, схватил ноутбук, к которому был подключен термолаб, отломал у него верхнюю часть. Да, разорвал его. Да, разорвал его как книжку, схватил протоколы участников, порвал их. И в грубой итальянской манере по-итальянски послал всех нахуй. Vivi ad alta voce. Правила вообще очень тупые в Эме по SPL. На самом деле Эма немножко забивает на давление, и там правила постольку-поскольку, тем более в SQL. Очень много бредятины, вот одна из них. Двери на замере должны быть открыты обе, и помощник разрешен только один в проеме. Человеку стоять второму нельзя. Однако, нигде не сказано, что нельзя закрывать этот проем фанерой. Ну, идиотизм же, да? Ну, либо второй дверью. По сути, на замере вот машины правильно подготовленные, чемпионские. Вот у Тибора Ченски с Австрии, венгр, очень крутой мужик, белая Toyota HS. Вот эти парни финны, дверь-то открыта, а за дверью броня. Ну, бред, и сам автозвук уже доводится до абсурда. Машины, в них внутри не послушаешь музыку, повалить нельзя, давление в нормальном понимании, то есть ни в один другой формат, ни в один класс они пройти уже не могут с таким оформлением, но все сделано по правилам Эма. Поэтому вот первые, да, были негативные, да, впечатления, а потом, в принципе, ну, что ребята такое сделали? Взяли правила и их использовали. Шансов, конечно, выиграть у такой машины по давлению тупо нет. Давит-то в Хаммере посильнее, и гораздо посильнее, но направленность на датчик установлена именно в таком положении, и сами переделки кузова позволяют достичь кратковременно большого показателя. Но вот долго такая машина, к сожалению, играть не может. Да и там и не было, да, по-моему, кто долго мог валить. Они вообще не играли. По сути, вот одна из вещей, за которыми мы ехали, показать Европе, что такое валево русское, мы показали. Таких аналогов, ну, я думаю, есть по Европе в любом случае. Вот у англичан, кстати, да, неплохой броневичочек такой, ну, не броневичок, но там... Это вот Team Alphard UK. Хорошая машина, и послушать можно. Да, Грег Фаган. И валит, и все. А так вот, по сути, SQL-ные машины, да, не предназначены там валить. Вот у Тибора на улицу он шикарного звучания добился, и как бы внутри не поубиваешься, не посидишь, а наружу можно послушать очень крутой звук. Прям и громкий, и супер качественный. По самим соревнованиям убили как замеры давления, так и судейство инсталляции. На судействе инсталляции просто как боги-спасители были Боря Тищенко и Гена Литвин. Они баллов вернули не один десяток ребятам. И не только русским. То есть там славянов бедных начали так засуживать, что Тёма побежал изолентой заклеивать твиттеры. Форд отсудили не очень хорошо, ребята недовольны. Правила тут меняются со скоростью света. Тут тебя судят, говорят, что не так, идешь за главным судьей, правила резко меняются. Так вот судят Форда. Который раз уже? 4-й? Да, в районе. Засуживать жестко. Тут уже доходило до абсурда. Защиту требовали на твиттеры, защиту динамиков, на рупорные твиттеры, у которых пуля торчит, об которой ногу можно сломать. Саму суть автозвука люди настолько похерили. Они увидели твиттеры в инструкции, нарисованные с конспик, с пулей, где сказано, что пуля не является защитой динамиков. Используя феноменальную логику, судьи решили, что рупорные твиттеры с пулей должны быть защищены сеткой. И начали снимать баллы за защиту динамиков. Я судью спросил, когда вы в своей жизни видели вот такие рупорные твиттеры, закрытые сетками. Конечно, он таких не видел, ну, говорит, в правилах же написано, у них вот так вот все, ну, в правилах же написано. Я Тёме говорю, ты пойди пока заклей, пока славянов судят, может, нам изолента прохляет за защиту. И прохляла бы, потому что, знаете, чем закрывали мидбасы люди? Чем, Тёма, закрывали мидбасы? Нитками. Нитками. Для шитья. Нитки для шитья, их наматывали между болтиками на мидбас. И это считалось защитой, потому что в правилах сказано, что не должен проходить предмет более там, 3 сантиметров, по-моему, или 3,5, не помню.
Но про усилия ничего не сказано, то есть сильно давить нельзя. Я говорю, ребята, ну это же соревнования по автозвуку, да, вот судьями говорю там на ломаном английском. Я говорю, ну сама суть, вот посмотрите, эти нитки вы считаете за защиту динамика, но это не защита. Однако рупорный твиттер, об который вы можете сломать колено, и я им говорил, я вот тебе даю отвертку, пожалуйста, повреди мембрану с отверткой, ни пальцем, ни болтом, там 3 сантиметра. Отвертку попробуй просунь, это были, по-моему, Т-35 у ребят, да, стояли. Пока не пришел Боря Тищенко с Геной Литвиным, пока они не вправили в мозги, эти судьи пытались у половины площадки снять баллы за защиту динамика. Короче, судейство инсталляции было похоже больше на торги. Судейство инсталляции у нас отлично прошло. Пришли 2 азиата, которые занимаются ESQL, а я им открыл капот, они посмотрели на вот такую кучу проводов, на литий, закрыли капот, поставили все баллы и ушли. А какая была подготовка? Начиная от Тёмы с термоклеем, который там все, до чего можно докоснуться, захарил термоклеем. Заканчивая мной с этими листиками, с этой схемой, 3 часа там я сидел, эту схему рисовал. Искали ошибки в ней, перерисовывали, распечатывали на глянце, на фотобумаге. Красивую схему инсталляции и схему, и состав системы, да? Вот так вокруг машины обошли. Они сразу поняли, что ну его нахуй, да? Тёма, залезь, там просто, если бочину, мы даже бочину, да, мне показывали задних дверей. If you don't shut it down, you will be disqualified. Ноби! Давай валить, да пошли не нахуй, все валят, чё они до нас доебали? Собственно, эмопати. Тёма, вот честно скажи, тебе понравилось? Да, ну именно из-за этого только и стоит съездить на Эму. И извините, я говорю «фак Эмма». Очень громко, и половину я еще вырезал. Я не думаю так про всю Эму. Эму я очень уважаю, люблю, и ну ее нахуй, я не хочу в ней больше участвовать. Она мне очень много крови, честно, попила. Но Эмма это такое сообщество единомышленников, людей вовлеченных, очень культурных по сравнению с SPL, согласись. Да. Там культура на должном уровне. Когда я говорю в видео, там нелестно отзываюсь об Эме, я на самом деле имею в виду европейскую Эму и не организацию, не судейство даже. Оно хоть и кривое было, но все было как бы позитивно. Эмопати, такого сборища разных национальностей, такого позитива, такого моря алкоголя разного и вкусной жрачки я нигде никогда не видел, и, наверное, нет вариантов у вас больше нигде такое увидеть. Вот представляете, насколько уникальные соревнования по автозвуку Эмма, Европа. Где еще можно такую интернациональную пьянку увидеть? Людей, которые на одной волне, единомышленников. Общались, Тёма общался, он выучил английский там после какой-то бутылки водки уже. Он уже там побратался с англичанином самым здоровым. Даша переводчиком была. Это все есть в стриме, посмотрите, супер позитивный стрим, очень хорошие отзывы были. Where are you from? England, Vibe. I work for Vibe, yes, yes. Хотите пивка? А? Хотите? Смотрите его тут сколько. No limit. Мы сегодня будем видеть много пьяных людей. Просто cheers на здоровье. На здоровье. Come on. Hola, muchachos. Вот, пришла знаток. Таня предлагает пить с горла. Давайте лайки, чтобы Таня показала, как это делается. Hello, Russia. Hello. Привет. Привет. He knows привет and he knows иди нахуй. Иди ты нахуй. Короче, Челябинск не одобряет славянское, но одобряет немецкое. А Челябинская? Михаил Галустян рекомендует. Как у вас на знаке написано? Сти и пиздуй. Давайте волосы пускать. Конечно, что это? Псы, Я готова, слабо выключены или что?
Спускайтесь, давай. Я готова. Раз уж камера включать, тогда что-нибудь нормальное. Что включить? Да вы заебали со своим мопсом. Sorry, Алекс. Чего, он 10 баллов списал? Нет, он сказал, если еще раз включите, я вас дисквалифицирую. Пошел он нахуй. Мы прямой эфир этого дядюшка снимаем. Как он заебется все гонять. А где он? А что, всем можно, блядь, да? Ну что думаете? Ну не Амплификадорис. И вот тут должно начинаться валево. Ну Алекс Клет все обломал. Дэн, ты видел, сейчас шоу было? Ты знаешь, что у вас листок там забрали? Сейчас этот включил, он пришел, его с розетки выдернул. Потом подошел к бразильцам, говорит, выключите нахуй. Смотри, стоит базарит, вон он, блядь. Короче, я сейчас готов свой протокол засунуть ему в жопу, пускай он им подотрется. Денису похуй, да? Вообще похуй. Ты говорили, что на Галустяна похож? Вот Ирочка, просили. А на тебя сегодня подписали? Я не видела, у меня экран сломан. А где твой телефон? Ты зачем это делаешь? We love Russia! We love England. Ну покажи свой инстаграм. У нас Кому пока... сейчас сказал? Ладно, показывай. Я про это и говорил. You like it? I got a transit. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, выходила на берег Катюша. Выходила на берег Катюша, на высокий Короче, на словах, когда Тёма говорит, что мне плохо, и так я давно не пил, и мне пи***ц, и все, завтра будет. Он на этих словах берет бокал пива, выпивает залпом, идет в номер. Прикладывать фотку? Дошел он до номера нормально, я говорю, дошел до номера нормально. Но вот дальше входа в номер он не дошел. Объясняю, что должно произойти через несколько часов. Я был в примерно таком же состоянии, но у меня организм очень хорошо борется с алкоголем. Я, в принципе, не то, что как огурчик был, мне было тяжковато. Но смысл в чем? Это был день отслушивания Sound Quality. Мы замерились, мы отсудили инсталл, осталось Sound Quality. Вот мне в этом состоянии нужно было приехать утром, пораньше, все настроиться, узнать, кто судья, улыбнуться ему красиво, чтобы впечатление от прослушивания было лучше, придумать шоу-программу. Я ее, кстати, придумал и поставил. Ты был тогда или нет, когда ее ставил? Ты даже не видел нашу шоу-программу. И Тёма был не нужен, в принципе. Я знал, что ему что он будет отдыхать. Была всего одна маленькая неувязка. У Тёмы ключи от Хаммера остались. Я ему звоню, а он не в адеквате. Короче, он привез потом ключи от Хаммера. Я поставил шоу-программу, и должны были выходить девочки, и красиво загораться музыка у нас, и все было бы круто, и мы бы получили какие-то баллы. Нам место 3-е, 4-е светило, да?
Третье было бы. Да, третье должно было быть. Но мы как раз узнали, что нас дисквалифицировали. Для меня вот самое обидное было то, что, сука, я хотел так, оценки получить по качеству, насколько камер круто играет на улицу, показать эту шоу-программу, записать красивое видео. Нам этого не дали сделать. Причем этот немец, Алекс Клет, мудак. Я не буду его более грубыми словами назвать, но Алекс Клет реально же мудак. Он нас не дисквалифицировал, как оказалось. То есть нам подошли и сказали: ребята, вы дисквалифицированы. А сделали что? Де юре. Нас на самом деле просто нам дали последнее место. То есть нам не зачли баллы за прослушку музыки. И все. У нас мы с баллами залетели в рейтинг без прослушки. Кто-то даже писал: Тёма занял последнее место. Ты там в рейтингах на последнем месте, как, собственно, и Форд. То есть они даже нас не исключили из списков, они дали нам последнее место. Это как называется? Обида. Обида, они нас еще захотели как бы принизить чуть-чуть. Принизить не получилось, как нас не провоцировали, я из себя не вышел, а Тёма был в Мюнхене, да, в этот момент с Дашей. И хорошо, Тёма себя контролирует чуть хуже, чем я. Я никого не обзывал, никого не посылал и даже не валил музыку, пока не закончилась какая-то официальная часть. Потом начался в этой арене. Клет показал свое мудачье лицо еще раз, потому что со сцены, хотя и была неофициальная часть, обозвал нас идиотами. Президент ЭМА Европа назвал участников идиотами. Но это не самое плохое, что он сделал. Он забирал у ребят из Словении ключи от их автомобиля, причем по неизвестной причине. У них не валила даже музыка. Он почему-то решил, что у них валит музыка, подошел, сказал, что вы уроды. И отобрал у них ключи, прям выхватил из рук. Президент ассоциации ЭММА отобрал у участников ключи без разбирательств, без ничего, обозвал их. И это было не один раз. Он очень грубо общался с участниками. На самом деле я потом к нему подошел, поговорил по душам. Говорю: мистер Клет, вы же понимаете, что как бы вы портите репутацию вашей, этой ассоциации. Меня он знает хорошо, его помощник Ноби меня знают хорошо, сразу узнали. Я говорю: я не угрожаю ни в коем случае, просто буду говорить как есть. Неужели вас не интересует репутация ЭММА? Дословно он сказал: нет, мне все равно. Вот такой человек. То есть там на самом деле неплохо бабок сняли вот с этого всего. Ноби сказал, что его интересуют только деньги. Ноби такой мужик, да, он открытый и как бы не стесняясь об этом говорить. Денег настригли нормально, это нормально, обиды ни на кого нет. Удивило, действительно удивило, как можно людей, которые пропилили такое расстояние, так к ним относиться. Все бывает. У нас бы даже подрались бы с организаторами, побили бы стекла. Все понимают, пьянка, гости, и как бы это даже не в соревновательное время было. Это была вечеринка. Повалили мы от души, конечно, в Европе. Но я не мог этого не сделать. Собственно, приехать в Европу и не валить, это была уже такая голодуха. И дисквалификация для меня как такое, знаете, было как выстрел из пистолета. Можно все, можно делать. Потому что мы стояли сколько дней на площадке, не включали вообще музыку. Нельзя. Наверное, любителям пердежа, любителям валева я сейчас оставлю такой длинный кусок этого видео, просто покайфуйте, если не хотите столько смотреть, мотаните вперед. Но я знаю, что есть ценители особые, просто побудьте внутри в камере вместе с людьми, которые это послушали. Самое главное, зачем мы ехали, это навалить Европе, мы сделали. Ты сейчас танцевать будешь, что ли? Нет. Нет? Я хотела там танцевать, а то включить песню, мы наваливаем бас. Начала танцевать, и она выключила. Да ты что, жопа маленькая, иди отсюда. У вас любовь, походу? Нет. Нет? Он не мой типаж. Нет. Посоревноваться не дали, повалить не дали. Чуть навалить не должны. Хотя сейчас придут опять скажут, сделайте. А не, он там Форд уже валит. Ведь если в башне поебень, что ебень, что ебень. Если в башне поебень, что ебень, что ебень.
The Memphis boys be so serious when it's about that bread. Kidnap family members, them niggas don't need no witnesses. They all love a gangster. They know. You know. Потом, когда внутри навалились уже от души, люди уже охреневали, говорят, а почему машина не выключается, почему не воняют сабы, а что тут стоит за аккумуляторы. What an awesome machine. That he ain't got me lean, half a model drone. I was white brick.
Посмотрите на меня. Нормально? Все отлично. Все друг друга снимают. Вы все стримите, что ли? Да. Отличный обмен опытом произошел. Мы много увидели нового, я много SQ-шных систем, ну, SQL-ных систем увидел интересных. До SQ-шников, к сожалению, у меня руки не дошли, а там было очень много интересного. Витя Кирпич, чемпиона Европы очередного взял. Вот у Тёмы как вот титулы просто, кубки за этапы. Мне кажется, у Вити уже столько чемпионских титулов России и Европы. Витя тоже красавчик, припилил на Ивеке, там сколько ей лет? Екатеринбурга. С Екатеринбурга, а сколько это Ивеке? 15, 16, 17. Витю Иванова мы даже и не поснимали. Витя, прости нас, пожалуйста. Я знаю, ты смотришь этот обзор, ты красавчик. Реально, приехал мужик на веселе. Он всегда на веселе там был. Да, командный дух. Я не верил до последнего, что он просто будет в состоянии систему запустить, не то что настроить. Приехал, забрал свой очередной кубок и уехал. Вот это вот профи эмовский, чистый старожил. Очень много достойных тачек было, очень, вот, к сожалению, не дошли, не хватило времени на SQ-шников. У иностранцев уровень, конечно, SQ просто нереальный. Там такие машины стояли, от внешки и заканчивая компонентами там редкими. Вот тайская тачка, да, шикарная была, газешная. Да. На таком уровне мастерства инсталляции кто-то затроллил почти как у Тиграна, змея и термоусад. И у русских тоже было очень круто. SQ-шники тоже молодцы, терпение им, мне их очень всегда было жалко. То есть это еще жестче. В Веспеле херня с правилами, потому что Эма за этим, ну, на это кладет. Там не очень развиты правила в SPL. А в SQ там настолько все выдрочено, настолько все неоднозначно. Максима Худых там тоже что-то опять засудили. Что-то меняется все время постоянно. Тут давали баллы за какое-то там мастерство или там, ну, дополнительные баллы. Потом их перестали давать. Опять ругань, опять это. У них постоянно тоже происходит нервотрепка. Терпение вам еще раз, SQ-шники. Ну, красавцы, что их столько еще было, да? Из спельщиков сколько приехало, Тёма? Двое. 2 машины приехало. А SQ-шников там было, я не знаю, цифру, ну, очень много. Сколько? 30, 50. Ну, если провезли 200 бутылок водки. Сейчас мы прервемся на сложный подсчет бутылки водки в литраж. Короче, было до людей, до водки. Водки было сколько? И вот уже все разобрали. Практически все. Все, что осталось после соревков, какие-то подвижки, что это. И красная корочка, да? И водочка. Вот эти баночки, короче, эксклюзив. А это что за клей? Их есть 2 всего, они будут в нашем магазине, очень дорого. Смотрите, машины, короче, которым нельзя было на выставке подходить, теперь вот возле сортира просто стоят вот так вот брошенные. Самые дорогие там на выставке тачки. Просто так, ну, я не знаю, это не самые дорогие, наверное, да? Не, вот это самая дорогая, мне кажется. Ну, попробуем. Из космоса. Да, Бэтмобиль какой-то. Залапанная, все, смотри. А как она открывается? А, вот так. Да, блин, крыша где? Вообще необычно, да, как-то? А морды, смотри, нету. Смотри, парбриз и вот морда. Очень крутая тачка. Drugs, overdrive, noise, vehicles, party people, revolution, rave is kid, alcohol, drugs, overdrive, noise, vehicles, party people, can you feel it, rave is kid. Да, даже не спрашивайте, что происходит. У нас бензин течет. Что, нашел? Да, там не видно под защитой. С под защиты прям течет? Всем привет, у нас сегодня необычный обзор BMW 5 серии. Круто было бы, да? Прямо из Вельта, короче. Это мы в BMW Вельте, это BMW 5 серия, но обзора не будет, я пошутил. У нас нет ни ключей, ни разрешения. Пока нет. Давай вот эту посмотрим, Тёма, смотри. Это жесть какая-то, посмотри, как они там сидели. Тут есть люди, которые туда вообще в принципе не поместятся. Я, кстати, извиняюсь перед подписчиком, кто-то там писал, спрашивал, будете ли вы в Мюнхене. Я написал нет, у нас не запланировано это получилось, так что обманул получилось, да. Ну не планировали, но добрались. Добрались и тут нехер. Что тут делать, Тёма? Ну вот мы в Германии, смотри. Германия. Тут скучно, да? Да. Поехали в торговый центр. Мы сегодня пропилили сколько, ты считал? В 10 утра стартанули, уже 5 утра почти. Мы уже 1200 где-то, 1300 пропилили.
Да, не спеша так едем, ну не спали. Ну так, по очереди спим в машине. Не останавливаться уже решили. Марш-бросок от Бреста. Да, от Бреста ж мы, да, сегодня проснулись, сходили в Брестскую крепость и в Ростов. Из Бреста в Ростов. На, вот так вот на одном дыхании. А тут снег. Ну такого мы точно не ожидали, да, Тёма? Смотри, вернулись весной в Россию. Что это, блядь? Как это вообще могло произойти? Посмотрите, в апреле. Жесть. Чё? Россия, матушка. Давайте, начинайте троллить. Обочечник. Смотрите, какой бардак на въезде в Ростов. Россия. Развязку не могут сделать уже какой год. Направо поворот на Краснодар, и на нем все уходят из всех рядов на это право. Из левого, правого, из всех рядов туда все щемятся. И в итоге вот такой пи***ц на въезде в Ростов. И вариант только вот так ехать на Хаммере. Или на какой-нибудь легковой машине, которую не жалко. Сейчас эти начнут. Давай, Путин во всем виноват. Путин во всем виноват. Владимир Владимирович, сделайте, пожалуйста, развязку перед Ростовом на Краснодар. Очень социально значимый вопрос. Обочечники едут по обочине, их обгоняют суперобочечники, а мы обгоняем, короче, вот этих суперобочечников по вообще какой-то хуйне. И даже вот и непонятно, да, на кого пи***ть. Обочечники вроде бы как неправы, но есть обочечники, которые их должны бесить. А мы на Хаммере. Just look in my eyes and you... Ну что-то... А, это ветки были. And you will see Russian paradise. Хули вы по обочине едете, слышите? А мы, считай, по лесу едем. Ну вообще не по обочине, да, Тёма? Вот она обочина. Не, мы не обочечники. Сейчас я если нас обочечники пускать обратно не будут. Обычно обочечников не пускают. Сейчас посмотрим, насколько обочечники помогают таким же моральным уродам, как они. Камер варианта нет. Братан, ну что ты? Ну что ты? Не, пропускают сразу, понимают. Ну, спасибо. Тёма. Да едь, не бойся. В натуре? Да. Там пи***ц, по-моему, мы сейчас ударимся чем-то. Едь, не останавливайся. После бэхи это пи***ц, конечно, дикость. А вот теперь мы обочечники, да? Мы теперь не джиперы, мы теперь голимые обочечники. Сейчас бомбанет у комментаторов, социально активных. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Идите Камикадзе Деда смотрите. Это он любит поныть, какие все вокруг плохие. Ты слышишь, а как эта Гранта там за нами проехала? Посмотри, отморозок. Как он ехал, ты видел? Кто ты на Гранте, джипер? Отзовись, напиши в комментариях, как ты там проехал. И вот мы въехали в Россию, тут все свое родное, да? Тут грязь, мусор, хуевые дороги, салон BMW. Пойдем пятерку новую смотреть. Вот такая поездочка у нас получилась. Кто ждал Европу, я надеюсь, мы вас не разочаровали. Это самое ожидаемое видео. Пишите ваши комментарии, пальцы вверх, не забывайте. Особенно те, кто ждал. Вот если ты ждал, вот ты один из тех комментаторов, кто ждал, посмотрел сейчас видео и не поставил лайк, это не знаю, какой скотиной надо быть. Зачем нам эти лайки? Кто-то недавно спросил, нахер вы просите лайки? Я не знаю, видео это на ютубе не двигает. Это оценка нашей работы. Вот представьте, что я снял видео, да, ебался 2 недели, монтировал, там вот это мы сейчас с Тёмой, ему ехать надо, он сидит, ждет, когда я уже наговорюсь. Выложил, а у него 1 просмотр и 0 лайков. Вот буду я следующее видео делать? Не буду. В любом случае это все делается для вас. Будьте, проявите как бы чуть-чуть благодарность. Почему вот эту кнопку блядскую не нажать под видео? Вот в чем сложность, Тёма, расскажи мне. Я понимаю, если ты Жорик Ревазов, если ты нажмешь на эту кнопку, оно у тебя появится в блоке понравившиеся видео, и все сразу увидят, ага, вон Жорик Ревазов лайкает Хованского. Ну вы не Жорик Ревазов, а я не Хованский. Говори, всем покажите громко. Всем покажите громко. Ну как-то стрёмно, да, сказал? Всем покажите громко. А сейчас я даже тебя не снимал. Я знаю, надо с пердежом и в замедленном сказать. Всем покажите громко. И пердеж наложу. Yeah, I like that. It's loud. Yeah. Шведский классно. We don't stop. Англо Шанель.
ad alta voce. Just keep bustin', whipping. Le flow. Set it off. Жди Like a гостя. missile. JB is the initial. Gotta keep it official. Whipping up the game plan to set it off like a missile. Business is intact. Now we come back strapped. So if something go down, we rearrange contracts. Coming right and exact. Then take your mental out the shack. Dunk your cookie in my milk and let it soak in my rap. On the mic, I talk about the plight to reach new heights. Put up a fight with everything in sight that blocks my light. Label my generation. Next monster spot when it get hot, we don't stop to bust back. We just keep bustin', no shots. Bulletproof brain cells, the name spells out success. To remind you of a place where the JB's rest. Мы ездим по обочине очень медленно, чтобы не пылить. И когда реально очень глухая пробка, это плохо, да, так не ездите по обочинам ездить нельзя. Ну его нахуй. Я езжу по полям, не по обочинам. По понятиям ты едешь, ездишь, а не по полям. Что такое, ты укакался, что ли? А? Ой, блядь, ты не мог это как-то, чтобы я запись не прерывал?